Всем привет, всем салем, добро пожаловать снова на мой канал. Сегодня выпуск будет посвящен обзору квартир уже в Москве. Предыдущий выпуск был про Астану, а сейчас про Москву. Через приложение Авито я буду наблюдать за квартирами, которые сдают сейчас в аренду. И буду комментировать, что в них не так, на мой взгляд. Ну а вы будете в свою очередь писать в комментариях, что не так на ваш взгляд. Давайте поскорее уже начнем. Итак, ребят, заходим в приложение Авито, выбираем недвижимость, снять квартиру. Количество, сегодня мы будем смотреть однушки. Цену поставим от 50 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Вот в этом диапазоне будем смотреть, что же сейчас сдается. О, отлично, 124 объявления в Москве. Давайте узнаем, что там за квартиры. Итак, 50 тысяч в месяц, 34 квадратных метра, 11 этаж 12-этажного дома. Ну так, что я вижу? В принципе, на полу, как я полагаю, линолеум, стены обклеены обоями в цветочек, в какие-то веточки. Здесь какой-то непонятный квадратик. Скорее всего, там была розетка, либо... нет, я вру. Это такие узоры на плитке. Вот они по всему периметру идут. Интересно. Мне показалось, что это розетка. В углу раковина. В принципе, рабочая поверхность есть слева от плиты и справа от плиты. Плита у нас газовая, это очень хорошо. Хорошо, что не блинная, ненавижу блинные плиты, вы знаете уже. Есть вытяжка грязная, я ее вижу. Отсюда ее нужно точно помыть. Но она 100% не новая. Полочки, достаточно много всяких шкафчиков. Кухня, в принципе, нормальная, такая широкая. Правда, где тут сидеть, еще пока неизвестно. Вот где можно сидеть. Посмотрите, какое потрясающее место для завтрака и для обеда, ребят. Замечательный офисный стул, замечательная скатерть, которая подходит под пол. Вот эта лампочка, которая вообще там в принципе не должна стоять, это кошмар. И эту штору тоже нужно менять, она вообще не в тему. Абсолютно вообще, вот просто нет. Двери я вижу и окна старые, от застройщика еще остались, возможно. То есть это стекло и дерево, это не пластиковые окна. Стоит еще шкаф рядом с холодильником. Я бы шкаф этот убрал, он занимает много места, пространства и света. Вот между столешницей, на которой стоит ваза для цветов, и между холодильником вот этот шкаф. Сейчас я вам даже его выделю вот таким образом. Я бы его убрал. Люстра обычная, 3 лампы. Ничего, в принципе, такого страшного я не вижу пока. Дальше едем. Так, повтор такой же фотографии. Комнатка. Так, ну первая дверь мне нравится. Новая дверь, не старая, не разваливающаяся. Слева стоит какая-то тумбочка, в принципе, советская. Ну и, конечно же, мой любимый, что это, трильяж, гардероб, я не знаю, шкаф, кошмар, просто кошмар. Я терпеть не могу такие стенки, я просто терпеть не могу вот это вот все, потому что это много пыли, много места, много света съедает. Я думаю, вот эта вся советчина, она должна уйти раз и навсегда, и люди должны понять, что такого оставлять в квартире ну просто нельзя, ребят. Нет, 2023 год на дворе, а вы живете вот с такими вещами? Нет, нет и нет. Еще раз нет. Телевизор кусочек здесь я вижу, в принципе, не старый, не Советский Союз или какой-нибудь Рубин. Едем дальше. Санузел. Чистенько, аккуратненько, плитка тоже достаточно новая. Ванна чистая, душ есть, кран есть. В раковине есть кран, что тоже большая редкость. Раковина обычная, стандартная, небольшая, не широкая, обычная абсолютно. Зеркало я бы поменял, зеркало старое, это во-первых, а во-вторых, ну, хотя бы каких-то полочек добавить, что ли, потому что тут удобно стоит раковина, вот здесь справа есть такой уголок, да, сюда можно как раз полочки сделать для зубочистки, для мыла, для еще чего-то, да. Не в руках же это все держать. Унитаз справа внизу тоже стоит вполне удобно, то есть не нужно ногами упираться в стену или в дверь, как это обычно бывает. И я вижу в отражении зеркала палку для шторы в ванной.
Самой шторы я не наблюдаю, придется покупать под стиль вот этой плитки. Скорее всего, тоже такой темно-синий. На чем спать? Давайте обратим внимание на наши любимые диваны, раскладушки, диваны-полуторки. По-моему, это полуторка. Такая советская, советский такой мотив. Я вижу, что пол от застройщика еще остался. Я жил в квартире с таким полом. Это деревяшечки такие уложенные. Ненужная абсолютно, вон там стоит почему-то забытая тумба. Здесь тумба, там тумба. Вообще непонятная какая-то несуразица. Здесь стоит еще один шкаф. Зачем еще один шкаф? Ведь у нас на другой стороне целая стенка. Этот шкаф либо продать, либо вообще убрать навсегда из своей жизни. Здесь еще стоит кресло, и оно, как всегда, тоже как-то непонятно стоит. То есть шкаф, кресло, человек около шкафа. То есть, пространство, оно просто неграмотно распланировано, я бы так сказал. Входная дверь. Замечательно. Замок очень мощный. Точно никто не пройдет. Домофон я вижу, интересный. Обои ужасные, ненавижу такие обои. Дверь, она, по-моему, чем-то покрыта. Да, она чем-то покрыта, потому что такой дверью быть не может. Ну, вход такой себе, тоже нормальный. Снова еще раз стенку. Попрощаемся с ней, так сказать. Удлинитель. Хорошо, что удлинитель. Вот, да, вот стоит стенка, телевизор отдельно на тумбочке в углу. Смотрит в другую стену. Не понимаю, зачем так делать. И общий план, в принципе, окна. Окно старое, деревянное, как я уже сказал, пластика здесь нет. Батарея с защитными какими-то щитами, но батарея старая, я вижу. Карниз. Карниз вполне новенький. Шторы. Шторы не пойму какого цвета. Темно-зеленые, они вообще сюда не подходят. То есть шторы однозначно менять. Ну и вообще двигать все. Двигать телевизор, выкидывать стенку, двигать диван или вообще купить какой-то такой буквой Г диван или даже кровать. Можно сделать в этой квартире отдельно зону для спальни и отдельно зону для отдыха, для лаунжа такой, где телевизор, где диванчики, небольшой журнальный столик. Вполне возможно. Вот такой симпатичный дом, ребят. Вполне компактненький, один подъезд я вижу. Интересно, давайте посмотрим, где он вообще находится. ВДНХ 15 минут, Алексеевская 30 минут, Ростокино 30 минут. Ну что, 11 этаж, сдается тихая квартира с окнами во двор, балконом и большой кухней. Потолок и стены обновлены, окна деревянные, но в квартире очень тепло. В доме газ и сдают без животных. Пишите о себе и по квартире отвечу на вопросы. Депозит 100%, агентский 50%. То есть, чтобы заехать вот в эту квартиру, которую мы с вами только что посмотрели, вам нужно заплатить 50, плюс еще 50, плюс еще 25. То есть 125 тысяч рублей вы должны будете заплатить, чтобы заехать в эту квартиру. Интересно! Абсолютно не удивлен, потому что когда вы снимаете жилье, безусловно, вы будете платить какой-то депозит, аренду, комиссию какую-то. То есть это нормально. Не подумайте, что я удивлен. Это все вполне нормально. Поедемте дальше. Итак, следующая квартира 50 тысяч рублей, 30 квадратных метров, 9 этаж, 11-этажки. Находится это недалеко от площади Гагарина, Ленинского проспекта и Воробьевых горах. Воробьевы горы полчаса пешком. Ну, интересный, наверное, райончик. Вы ходите и смотрите на деревья. Возможно. Посмотрим, что нам предлагают за 50 тысяч рублей. Какая красота, ребят. Обожаю. Знаете, я люблю, когда делают такие фотографии. Точнее, не фотографии, а когда сдают именно такие квартиры за 50 тысяч рублей. Пользуясь тем, что она находится недалеко от какой-то станции метро, той же, да, Красной Ветки, а там достаточно дорогие на юго-западе квартиры. Пользуясь вот этим, да, единственным плюсом, что близко к метро, квартира может быть убитая, и вы будете снимать ее за 50 тысяч рублей. Давайте посмотрим, что тут творится. Ну, во-первых, я вижу окна пластиковые с подоконником. Это уже круто, это уже хорошо. За это я уже готов заплатить какую-то сумму. Шторы под цвет, как я полагаю, стены, но они абсолютно сюда не подходят. Шторы, вообще, на мой взгляд, такие должны висеть либо в спальне, либо где-нибудь, но не на кухне. Для кухни такие шторы вообще не подходят. Небольшой холодильничек, я вижу, боком стоит. Стол.
недавно приобретенные, вижу. Стулья стоят с подушечками для сидения, очень удобно. Батарея старая. Стоит какая-то маленькая, какой-то стульчик с корытым, с каким-то, непонятно для чего. Ну и самое мое любимое, это плита, ребят, за 50 тысяч рублей. Почему бы нам не подготовить вот на этой замечательной советской плите? Она, наверное, даже без названия. Такие последний раз выпускали, скорее всего, в 50-х или даже в 60-х. Безусловно, газ, безусловно, чайник на газу. И этот чайник, это достояние вообще, достояние всего. Потому что такие чайники, это просто вот покупают на дачу или действительно у кого есть газ, да, у кого плита газовая, но такие чайники именно с синей, зеленой крышкой купить. Ну, сейчас же есть красивые чайники, всякие с узорами, с чем угодно. Ну, купите вы нормальный чайник. Нет, зачем? Мы лучше будем готовить вот на этой плите еще 150 лет. Хорошо делают, значит, плита, значит, хорошо работает. Но за 50 тысяч рублей... Ну, комментс, сами понимаете. Рядом с плитой стоит какая-то непонятная тумба. Зачем? Непонятно. На ней лежит какая-то тряпочка. Обязательно ее нужно было сфотографировать и положить именно туда, в этот момент. Здесь какое-то лукошко, а точнее какое-то блюдце для кошки. Далее старая столешница с, как я полагаю, со шкафчиками. Наверху шкафчики. Ну, естественно, в этой квартире, наверное, не знают, что существует вытяжка. Поэтому все, что вы готовите на этой чудо-плите, весь жир и вся копоть будет на плитке и, безусловно, на потолке. Если потолки белые, придется вам их подкрашивать, чтобы они не пожелтели. Следующее. Потрясающее, потрясающее пластиковое окно, за которое заплатить 50 тысяч не стыдно. Далее, шторы, которые почему-то поменяли цвет. Подождите, они были сначала такие, а потом стали такие. Это же кухня. Возможно, тут два комплекта штор, я просто не в курсе. Замечательный коврик детский с Микки Маусами, какая-то вазочка под конфетки, майонез, по-моему, скит, пластиковые контейнеры или что-то типа того, перчатки. Скорее всего, эти перчатки для уборки, но сфотографировать их нужно очень было, чтобы люди понимали, что уборка это очень важно. В такой квартире за 50 тысяч рублей перчатки свои приносите. Потом стоит еще что-то, напоминает мне на пылесос. Ну, как он туда уместился, я не понимаю. На холодильнике, безусловно, какой-то бардак. Ну и эта тряпочка до сих пор там лежит на вот этой вот табуреточке. Дальше пойдем. Балкон. Балкон застеклен. Это уже хорошо. Хорошо, что не первый, не последний этаж. Я вижу, что у соседей вроде кондиционер стоит. Но он стоит сбоку, поэтому я не думаю, что он будет капать нам на подоконник и мешать спать. Здесь также видно сушилку для белья. Это очень удобно, очень компактно и хорошо. В принципе, балкон чистый, мне нравится. Комната и полы, конечно. Первое, что я хочу сказать, это полы. Полы замечательные от застройщика, да, как я уже говорил в предыдущем случае. Полы деревянные от застройщика. Вот эта чернота вся, это нормально. Это когда ты живешь 60 лет в одной и той же квартире, протирается вот эта деревяшечка, да. Стоит замечательный диван буковкой Г. Сейчас очень модно такие покупать. Они раскладываются, очень удобные, компактные. Может уместиться вся семья. Диван со столешницей. Очень интересный подход. Не понимаю, как тут подбирали. Ну, на мой взгляд, вообще ничего тут не подбирали. Тут стиля вообще нет, и вкуса тоже. Шторы одного цвета. Пол старый, диван черный. Стена какая-то бежевая, что ли. Короче, тут вообще полный хаос и неразбериха. Ощущение, что квартира, ну, не стоит 50 тысяч, но это попозже. Далее, давайте посмотрим с этого ракурса на комнату. Безусловно, стул для наказания, без него никуда и никогда, и без него вообще нельзя жить. Стул должен быть всегда в углу. В углу каждой квартиры. Пластиковые окна, пластиковая дверь. Вот эти белые шторы мне нравятся. Но вот это вот что-то непонятное, терракотовые шторы под цвет чего, неизвестно. Скорее всего, под цвет сидений у стульев. Дальше вот такая тумбочка под телевизор. Вижу я розетку. Хотя вот телевизор можно на эту штучку повесить. В принципе, тоже тогда зачем вот это, непонятно. Далее я вижу замечательную картину масок. И, конечно же, советский трильяж, гардероб, я не знаю, как это сказать, где хранится все вазы, весь фарфор, набор чашечек и ложечек. И, безусловно, не дай бог оттуда что-то пропадет, вас просто выкинут
просто голым, вот, когда вы будете мыться, и хозяйка придет и скажет: так, я не вижу ложечки, где моя ложечка? Просто возьмут вас как котенка и вышвырнут. Замечательно, замечательно. Дубль, фотография, то есть то же самое, только чуть-чуть повыше. Нам засняли здесь вот такую интересную люстру в виде, не знаю, ромашек, что ли. Большой, огромный шкаф, замечательно. Посмотрите, сколько он занимает места, да? В принципе, когда шкаф с зеркалами в полный рост, он, с одной стороны, он увеличивает пространство, а с другой стороны, он его с собой, так сказать, и поглощает. Поэтому здесь, так как он светлый гардероб, вот этот шкаф, в принципе, я не против. Я не против, что он здесь стоит. Он вполне вместительный, туда можно все, что угодно положить, поставить. Но я, конечно, я не люблю большие шкафы, вы уже, наверное, знаете, но здесь он, я думаю, к месту. Опять же, если бы пол был бы немножко другим. Хотя бы ковролин какой-то. Замечательная ванна. Почему бы за 50 тысяч мне здесь не помыться? Ребят, потрясающе, посмотрите. Плитка есть, да, плиткой обложена ванна. Замечательно. Салатовая, значит, краска наверху у потолка. Это такое ощущение, что ты моешься не в квартире, а в подъезде, потому что часто подъезды у нас красят наполовину, знаете, синей и потом белой краской. Вот то же самое и здесь. Замечательная шторка для ванны под цвет вот этой тряпочки на вот этой вот штучке. Штору я бы поменял. Хорошая штучка вот эта вот для мыла, для всяких рыльно-мыльных средств. Раковина самая дешевая, и плюс, конечно же, она без сантехники. То есть вы кран от ванны будете крутить туда-сюда, чтобы почистить зубы. Ну, потрясающе. Очень удобно, наверное. Унитаз под цвет раковины, как я вижу. Зеркало без комментариев. Полочка под зеркалом есть, что плюс, большой плюс. Ну, конечно, здесь еще люди живут, как я полагаю. Вот ватные диски какие-то, тампончики, мыльца, туалетная бумажка, пожалуйста, да, спрей какой-то стоит. Интересная ванна, интересно. Отдельный кабинет для стиральной машины, тоже замечательно. Что за Аристон? Угу. Аристон, вот здесь вот счетчики, и куда-то вот тут вот где-то должна быть розетка, чтобы это все подключить. Интересные сверху обои в цветочек. Замечательно, посмотрите, что я вижу, да, это, по-моему, Воробьевы горы, станция метро, или нет, это Гагарина, площадь Гагарина. Замечательно, то есть очень близко все, ребят, замечательно. Почему за 50 тысяч такое бы не снять? Интересно, 30 квадратов всего, то есть там вполне хватит места для всех. Лучшее в районе для одного человека. Уютная квартира с косметическим ремонтом на длительный срок. Кирпичный дом. Санузел совмещен. Балкон застеклен. Вся необходимая бытовая техника и мебель. Хорошие соседи. Вся инфраструктура пешей доступности. Замечательный собственник. Без животных и вредных привычек. С коллегами не сотрудничаю. Оперативный показ. Ключи на руках. Комиссия 50%. То есть, в принципе, я думаю, что все равно залог потребуется. Я сейчас даже здесь посмотрю. Да, залог указан, вот он, 1 месяц, плюс еще комиссия. То есть опять 125 тысяч надо заплатить, чтобы заехать вот в эту потрясающую, очень редкую квартиру с очень редкой плитой. Я думаю, вы сами знаете, что следует написать в комментариях. Итак, ребят, последняя на сегодня квартира на Авито за 50 тысяч рублей. Вот такая интересная. 45 квадратов, третий этаж, пятиэтажки. Давайте посмотрим, что нам здесь предлагают за 50 тысяч рублей. Безусловно, очень классно, когда в единственной комнате есть очень много шкафов, полок, и где место просто для того, чтобы отдохнуть или полежать, практически не остается. Поэтому здесь очень важно заметить, что полочек действительно много. С левой стороны мы видим современный шкаф. За ним голубую стену. Почему она голубая, а остальное все другого цвета, непонятно. Скорее всего, был ремонт, но его решили не закончить. Затем вот такой плафон, бра, или как это называется, интересно, потому что именно для такого стола нужен специальный стул, чтобы превратить его в письменный стол и спокойно сидеть, читать, заниматься своими вещами. Конечно, это не письменный стол, это журнальный столик, под ним еще какой-то столик, то есть 2 столика в одном. Очень интересно. Вытяжка старинная, со времен постройки. Дальше я вижу замечательные ретро-часы с кукушкой. Потрясающе. Я бы их действительно здесь оставил, но повесил бы, скорее всего, в коридоре.
либо в гостиной, но это непонятно, гостиная это или спальня. Посмотрите на замечательные обои, какого они цвета непонятно, и вообще это обои или краска, скорее всего обои, конечно. Люстра интересная, люстра под цвет штор, под цвет вот этой кукушечки, в принципе вопросов нет. Замечательное большое окно, я вижу, что оно старое, в плане оно не пластиковое, старая батарея, даже есть зеленушечка, шторы вполне спокойного оттенка, в принципе неплохие шторы, надо было бы их только подыграть под что-то. То есть, если был бы здесь какой-нибудь ковролин, либо какой-то однотонный ковер такого же оттенка, было бы прикольно. Ну и, конечно, давайте обратим внимание на эту потрясающую советскую стенку, которая занимает полностью всю правую сторону комнаты. Вот здесь у нас коробочка для складирования всяких вещей. И мы видим, как здесь было либо что-то покрашено, либо что-то приклеено и оторвано напрочь, просто навсегда. Мы видим здесь много шкафчиков, много всяких тумбочек, куда можно положить все что угодно. Если вы просто привозите с собой вещи на 3 КАМАЗах, то, безусловно, в этой квартире вы точно найдете место, куда что сложить и положить. Терпеть не могу советские стенки, я бы их выкинул. Посмотрим с другого ракурса на эту же квартиру. Потрясающе. Еще одна коробочка из Leroy Merlin я вижу. Это, наверное, идет как в комплекте с вот этой замечательной стенкой советской. Я вижу замечательное средство для глажки, да, доска гладильная. И почему здесь стремянка в комнате? И я не вижу кровати. То есть, подождите, стоп, это однокомнатная квартира, 45 квадратов. Окей, ладно, дойдем до описания и поймем конкретно, что тут происходит. Следующий ракурс. Замечательно. Стремяночка именно для этого и нужна. Я думаю, здесь хорошо бы пошло бы, знаете, можно было бы сдавать эту квартиру для фотосессий, потому что здесь вот есть даже сверху вот такая вот какая-то полоска, я не знаю, что тут, карниз или что. Вот прям для фотообоев повесить, фотографировать, много места, пожалуйста. Вот именно как бизнес можно было бы прокрутить вот эту систему. Справа я уже понял, что голубой оттенок на стене это была краска, или это не краска, а фотообои с пальмами. Почему они за стенкой, не понимаю вообще, что тут вообще происходило до этого. В разных ракурсах сфоткана наша замечательная комната. Дверь старинная, не новая. О, кухня! Слушайте, минимализм. Ну минимализм, ребят, ну посмотрите. Но это же сплошной минимализм. Я люблю минимализм. Я люблю, когда не захламлено пространство в квартире, на кухне, когда все идет в какую-то гамму цветовую, да, в палитру какую-то, спокойных оттенков, неброских. Когда в комнате есть все, вот, что нужно, по минимуму, вот, чтобы не захламлять пространство. Вот здесь кухня потрясающая. И здесь вообще практически ничего нет. Супер! Есть место, где разгуляться, так сказать. Давайте посмотрим на советскую плиту под названием, скорее всего, электро. Как-то странно выглядит эта плита. Я ни разу в жизни не видел, чтобы у плиты снизу был подключен удлинитель на клею или на скотче. Я не понимаю, зачем он там и для каких целей. Ну ладно. Замечательный советский чайник. И еще какой-то чехол для очков или что там кто-то забыл, непонятно. Потрясающий стол, накрытый скатертью, самобранкой. Выкинуть эту скатерть. Она ужасна, как и эти шторы. Шторы вообще сюда не подходят. Батарея очень странного вида и фасона. Интересно. Ну, потолки высокие, я вижу. Окна тоже, да, деревянные, старинные. Здесь даже есть вот такой вот шкафчик. Это встроенный холодильник. Раньше в старых домах такое было. Ну и, конечно, мы видим справа отдельно раковину, отдельно небольшое пространство для работы непосредственно с едой и шкафчик сверху. В принципе, все, что нужно. Да, ну и, конечно, полы тут я вижу. Скорее всего, это линолеум. Потрясающе. Даже есть специальная табуреточка, чтобы встать и что-то подвернуть, если вдруг у вас, не знаю, там соскочило что-то, шторинка соскочила, да, шторинка падает, скользит, безусловно, вы возьмете вот эту деревяшечку, поставите и подправите, все как нужно. Деревяшечка имеет место здесь быть. Безусловно, маленький холодильничек компактный, который устанавливают в основном в хостелах.
в гостиницах, да, такие холодильники устанавливают в гостиницах в каждом номере. Мы видим замечательный удлинитель, который, почему бы не здесь, как говорится, чайник на холодильнике, а точнее чайник на подносе, поднос на холодильнике. Очень интересная кухня. Как раз вот здесь вот можно действительно вот разгуляться. Пространства достаточно, для фантазии достаточно. Замечательная вот такая вот полочка, раковина, в принципе, все, что нужно. С левой стороны вы режете вот на этой скатерти продукты, ну, либо здесь можете резать продукты. Тут же все жарить и парить, ну, и потом сразу помыть. То есть вот туда-сюда вот бегать по кухне вам придется. Ну, а гостей, наверное, все-таки, да, тоже придется расположить вот на этой вот замечательной тумбочке, вот здесь вот в уголку, так сказать. Интересное окно, оно замыто, я думаю, это санузел, раньше такие окна были, как вытяжка или как, я не знаю, как они действовали. Ну и замечательная кладовая на кухне, посмотрите, все, что нужно, вся посуда, которая вам нужна. Сверху либо скороварка, либо супница, пластиковый контейнер с проводами, клей какой-то, степлер или что-то типа того, какая-то пластиковая штучка из-под овощей, да, куда складируют овощи на рынке, какие-то пакеты. Потрясающее место для того, чтобы просто туда все забить, весь хлам, который вам не нужен, и вот просто вот все, и вот оставить как есть. Замечательно, замечательно, у меня нет слов. Ну ванна, ну потрясающая ванна, ребят, очень классно. Вот как раз это окно, о котором я говорил, оно выходит, должно было выходить на кухню, но оно выходит, ну немножечко не докрашено, ну чуть-чуть совсем, ну отскорлупилась эта краска, не страшно, ну обои отклеились, ну что, ну подумаешь, немножечко, чуть-чуть, как раз клей есть, вот здесь вот он лежит, для тех, кто заселится сюда, я вам прямо вот сейчас покажу, вот он клей, берете его и клеите вот здесь, вот проклеиваете, чтобы ничего вам не рухнуло на голову, когда вы будете мыться. Потрясающе, посмотрите, замечательно, шторка есть. Шторка подходит под цвет того, что лежит вот в этом корыте. Замечательно. То есть я вообще в эту шторку сюда не вешал. Тазик специальный, как вы видите. Тазик у нас что-то там уже лежит, кто-то уже там чем-то занимается. Замечательная кастрюля в ванне. Возможно, кто-то набирал воду, хотел варить суп, а на кухне может быть кран, не сильный поток воды, понимаете? В ванне быстрее воду набрать. Ну, безусловно, у нас тут замечательное место для мыла. Самое дешевое зеркало, которое только возможно быть. И почему-то именно красное сюда надо было повесить. Раковина, опять же, да, без сантехники. То есть придется вот этот кран крутить в ванну и на раковину. В ванну и на раковину постоянно. Хотите вы чистить зубы или нет. Замечательная стиральная машина. Классная, занимает все место, все пространство, ставить ее больше некуда, как я полагаю. Тряпочки специальные вот эти на полу лежат, на всякий случай, мало ли вы будете мыться, а с трубы капает, и чтобы вот соседей не затопить, это очень хороший выход из положения. Ну и, конечно, трубы покрашены разными цветами, счетчики на воду, я смотрю, высокие потолки, конечно, да, я вижу, и тут вот еще вот такие дырочки для вентиляции. Замечательная ванна. Я бы в ней полежал бы, знаете, вот с пенкой у рта. Полежал бы. Интересный санузел. Замечательный дом. Старый. Я вижу старые постройки такой еще. Потолки высокие, об этом уже как раз и говорилось. Да, вот интересно. Даже лифт есть. Супер. Подъезд чистый, ухоженный. Кстати, плитка новая. Слушайте, в подъезде лучше жить, чем в квартире. Почему в подъезде койко-место не сдается за 50 тысяч рублей? Давайте посмотрим, что конкретно тут написано. Улица 905 года, 15 минут пешком. Выставочная 20 минут пешком. Деловой центр. Это запад Москвы. Как я уже говорил, 45 квадратов. Третий этаж пятиэтажки. 50% комиссии и залог полпроцента, да? Ой, за полмесяца. То есть, получается, за эту квартиру вы должны отдать, когда заедете, 100 тысяч рублей. Итак, 50 тысяч рублей плюс электроэнергия, вода по счетчикам, это понятно. Страховой депозит 50 тысяч рублей возвращается в день выезда. Комиссия агентства 50. Ну то есть здесь прописали все равно 125 тысяч вам придется отдать, чтобы заселиться в эту замечательную квартиру. Стиральная машина, холодильник, безусловно, это нужно прописать, потому что мало ли вы заселитесь, а там даже этого нет. И раздельный санузел. У меня вопрос только один. Где спать? А точнее,
на чем. Ребят, это был небольшой обзор на квартиры в Москве за 50 тысяч рублей на Авито. Конечно, есть замечательные квартиры с современным ремонтом и тому прочее, но мне захотелось показать именно тот трэш, который до сих пор люди сдают. Некоторым нужно открыть глаза и посмотреть, что же они делают. Они берут деньги за хлам, за сарай. Я не удивлен, что даже спать бывает не на чем, а платите вы действительно очень большие деньги. Поэтому те, кто смотрит меня и собираются сдавать похожие квартиры, пожалуйста, накопите, сделайте хотя бы элементарно косметический ремонт и повесьте нормальное зеркало, и тогда все будет хорошо. И люди будут довольны, и жильцы будут довольны, и все будет прекрасно. Сдавать такое за 50 тысяч рублей для меня лично было бы... Ну, стыдно, стыдоба, вот, не более и не менее. Так как я знаю, что такое снимать квартиру не первый, не второй, не пятый год, я представляю, какие бывают полы, какие бывают, в каком состоянии бывает мебель, какие бывают сами арендодатели. Но платить такие деньги за такие квартиры я бы не стал. Пишите, пожалуйста, в комментариях ваши мнения, ваши точки зрения на данные квартиры, мне будет интересно почитать. Ну и всех обнимаю, целую и... благодарю за ваш просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Увидимся совсем скоро. Всем пока!